общем, происходит у нас здесь примерки. Как-то вот так вот это все будет выглядеть. Померили длину, померили высоту. Ничего не подходит. И сейчас нам нужно принять окончательное решение, приступаем мы заниматься этой наркоманией или нет. Потому что если мы хотя бы один болт открутим, то обратного пути уже не будет и придется его реально ставить. Так, я правильно понимаю, что получается нам надо поставить турбо СР сюда с механикой, придумать что-то со сцеплением, полностью разобрать заднюю подвеску, балку, снять ее, заварить ее в 17 местах, при этом как-то усилить, заварить все сайлентблоки в рычагах, что-то еще нужно было, сделать выворот на нем. И это сколько у нас? 3 недели? Ну, чувак, это да, это не шайбы вместо пружин ставить. Ну да. А хозяин автомобиля, вы помните, что очень топил за езду без выворота на маломощном СР? Вот пускай он на мощном СР едет без выворота, и все. Сначала мы ставим сюда мотор с коробкой, запускаем. Далее мы делаем заднюю подвеску, и если успеваем, делаем выворот. Или не делаем. Но мы уже его подняли, и получается в холостую его поднимать, это ну бред. Придется что-то делать. Походу это будет очень просто. Да, чувак, там вода черная льется. Бля, интересно, вы там хоть когда-нибудь меняли вообще? Я думаю, нет. Он еще и на газу ездил. Там масло серое. В данном случае прикол этой машины, чтобы она вот такая вот низкая, всем говном чиркала на развале в круголя и при этом с дымом хуячила боком. Да, только покрышка. Купим уж 8 колес и будем их местами менять через 4 круга. Ты что, собираешься на нем 2 дня там херачить без устали? Тебе надо выехать 4 раза на нем. О, вон вываливается как дерьмо. Что это за борщ? Хавать будешь? После тебя. О, как вкусно. Уже почти все. Блять, тянул пизда. Он сейчас все пизданется. Я туда не пойду. О, блядь, да ну! Ой, хочешь подать? Не. Конченый какой-то. Прям, по-моему, встал. Я не про бублик, про младшего. Нормально, что я себе в машину вообще поставил 4-литровый мотор, а сейчас мы тут с Никитосом машины снимаем 4-литровый и ставим 2. Это, блядь, вообще нормально, нет? Бля, вот это машина поднимается. Вот сейчас мы будем снимать проводку с Ягуара, лишнюю, вот эту колхозную, уродскую, которая нам не нравится. Вот это вот теперь нам не нужно. Имеем старый мотор, который стоял в Ягуаре, и имеем двигатель, который будет стоять в Ягуаре. Это не конкретно он, но он по спекам примерно такой же, просто с нижним расположением турбины. Он стоит вот там, до него сложно было сейчас добраться с этим огромным предметом. Поэтому мы выгрузили его здесь. Примерно сравнить нам этого хватит. По длине он на порядок длиннее, но это логично, 4 горшка и 6. Мотор от Ягуара чуть-чуть повыше. Но нам от этого ни горячо, ни холодно, потому что у нас есть уже небольшие проблемы, хотя мы даже не мерили СР. Сейчас я вам покажу, какие. По-любому мы сталкиваемся с тем, что у нас поддон двигателя у нас будет вот примерно вот прям вот здесь, где сейчас у нас находится рейка. Если балку можно переварить, то рейку как бы не переваришь. Соответственно, возможно, придется выносить его поддоном именно на балку, чтобы выпиливать в балке в размер поддона
отверстие. По положению рулевого вала я думаю, что все будет очень классно. Там же должна турбина, даунпайп должны поместиться. А так, в принципе, места много. Единственная загвоздка в том, что у нас прям на месте поддона стоит балка. Как классно, когда под рукой 48 разобранных эсеров. Я старался. Да, он, сука, И он прям в лейку. Нет. Двигать вперед, равнять его в балку, туда внутрь, в текстуру. Это единственный вариант. Идеально. Да. Имеем обычный стоковый поддон, двухдисковую керамику, агура, траверсу и тонкую коробку. Нам нужно с этого мотора снять противоотливной поддон, поставить стандартный поддон, потому что противоотливной в нашем случае занимает очень много места, и поставить с ним туда его ну просто нереально. Далее, для того, чтобы можно было клатчевать как дикий, у нас будет агура двухдисковая. Это сцепление стояло уже на этом моторе. Все работало, все отлично. Приступаем, поднимаем мотор, меняем поддон, прикручиваем коробку сцепления и закидываем его. Бля, чувак, она идеально стреляет. Все, так и ставим его, короче. Все, снимаем, что я пошел балку пилить под дном. Работают профессионалы. Проверка герметичности. Герметично. Так, тут у нас Jaguar Cars Limited Front Suspension Assembly. Вот это дерьмо было внутри. И там, походу, это как бы завод. Все, он дома. Чтобы вы понимали, господа зрители, это родные лапы Ягуара с его 4-литрового мотора, и стреляет все просто офигенно. Илюха выпилил балку, выковырил это все, и поддон туда проваливается просто четенько. Тут вот такое расстояние просто. Ну, по-другому не сделать, потому что там иначе кулиса будет за бардачком. Давай замажем, что размер не важен. Получается, что так. Там 270 сил и 4 литра. А здесь 430 и 2 литра. В общем, как-то вот так у нас получилась балка передняя, подрамник. Такого усиления сварили из маленьких профильков для того, чтобы в случае удара все это добро не загнулось и не ударило нам поддон. Еще такая забавная штука. Нашли в этой машине вот такой вот ключ гаечный. Судя по его внешнему виду, это я уже почистил. Он лежал там очень и очень давно, и мы решили его сохранить в этой машине, коли, может быть, он фартовый какой-нибудь. Сейчас мы его вот так вот сюда на пару точек сделаем. Изюминка типа. И самый кайф будет, когда он очень сильно бахнется балкой, и когда ему этим ключом проткнет поддон. Четко, мне нравится. Заваривать даже так. Как-то так. Идеально. Мотор стоит на подушках, нужно немножко переварить там опоры, но самую малость это реально 3 минуты. Крепление коробки сделано, кардан сделан, то есть по факту радиатор, кулек, проводка и можно ехать. Да, вот так смотришь, как будто Сильвия.
Идеально. Балансировка. Пройдено. Блять, я тебе говорю, полный стакан набираем, ставим на панель. Я ебашу на третьей передаче, блядь, и если хоть капля оттуда прольется. Я коробку ставил. Пойдем, пойдем, иди сюда. Ебашишь, пишешь, на третий? Да. Смотри на колесо. А что тебе не нравится? А что ты? Что не нравится? Объясни. Нормально, да? Ну это динамичные параметры разворота. Ага, да? Все, давай проводку, блядь, плюс-минус кинем и поедем. Блядь. Да какой плюс-минус от Валина? Там сцепления нет. Почему? Дальше надо делать. Что, не сделано, что ли? Ты заводишь, нет? Давай пустим, заебал. Бля, четко. Газовать вот. А, я понял. Так, ну что у нас происходит по Ягуару? Мотор стоит, коробка стоит, кардан стоит, все переключается. Уже стоит интеркулер, сейчас варим пайпинг, стоит радиатор на своем месте. Фани тут в процессе работы. Я сейчас буду пытаться сделать на него сцепление, чтобы оно было вообще там, потому что изначально оно не предусмотрено здесь, потому что он был на автомате. Открутив буквально 6 или 7 гаек снизу из-под панели, у нас снимается полностью педальный узел. Сюда нужно будет сейчас внедрить педаль сцепления. Вот тут прям дырка под главный цилиндр. Первоначально сейчас макетно будем использовать цилиндр от Nexi сцепления. Тут в принципе оно все плюс-минус подходит, пару дырок пересверлить. А вот здесь должна быть система вот такая же, как здесь на педали газа. То есть, чтобы шток давил вверх, потому что педаль будет висеть вот здесь, а шток должен ходить туда. И вот по такому принципу это будет работать. Так, ну что? В принципе, по Ягуару все готово. Можно принимать работу. Никитос, мы все сделали. Кайф, Toyota делает вещи. Так, ну что, в общем, педаль сцепления готова. Сейчас, я думаю, Никите будет комфортно педалировать. Нога скользить не будет. Как-то вот так вот это у нас получилось. Ну что, прям зацеп был на педали. Мне нравится, получилось неплохо. Никитос, все для тебя. Так как я считаю, что это реальное произведение искусства, но даже самый крутой, самый дорогой алмаз требует огранки, и я не постесняюсь и приведу его в божественный вид. Можно первый тест сделать. Все, дело за малым. Всего лишь срастить проводку Ягуара с проводкой SR. Глуши! Да, заебись! Работает, ну ладно. Дед, гоняй свою аэробус. Поехали!
Сколько дней мы потратили, если рабочих? 7? Ну, типа, да, 6. 6. Ну, сегодня сопли просто подбирались. Можно это было не делать, типа, 5 дней он поэтому. С пятницы по пятницу и лавок. И еще 780 чаепитий, 830 пачки стиков. Мама вообще лапы. Третье, в космос уедем нахуй. А что, мощность под класс хватает, да? Вообще Все четко. Она пиздец быстро. Илюх. Ой, волчара. Ну, 6 дней, да, грубо. Вот до первого выезда, от въезда машины на том моторе своим ходом, до вот этого первого дней, выезда да. 6 дней. Жестко. А мы закладывали И, месяц. знаете, как бы весьма сложно найти информацию по свапу 13-го SR в Jaguar XJ300. И ее как бы нету Ее в мире. просто нету, и никто такую хуйню не делал, и это забавно. Бля, какая дичь. Чисто, бля, пацаны в деревне собрали машину и центр нахуй. ЗИЛ на восьмиклопе, бля. Ну нахуй. Да, он пиздец валит. Его не догнать нам.